Гарри-то нервничает. И кажется, чего-то ждет. Ничего-то, а кого-то. Свою голубую красавицу. Прошу тебя, капитан, заклинаю, не отходи от Гарри, береги его. У меня так болит сердце, точно перед большой бедой. Помнишь ли ту ночь, когда мы ползли с тобой в лагерь Команчей? Поверишь ли, мне тогда было легче. За каждым кустом, за каждым камнем там можно было ожидать врага. Но там знали, что это за враг, а здесь какой-то туман.
Она, несомненно она.
Ага, боится, что от нее не будет тени. Вампир. Жорж, Жорж, Жорж. Жорж, Жорж, Жорж. Слава богу, я ошибся. Это другая сторона озера. Легче будет искать.
Ну что, капитан, доволен ли ты? Поймал ли золотую рыбку? И где Джеймс? Неужели все еще волочится за юбками? Джеймс меня беспокоит. Его не могут найти. Что за пустяки? Не похитила же его какая-нибудь горная фея? Странно, что это за шум? Мистер Гарри, у нас несчастье. Нашли мертвым мистера Жоржа. Что? А где же мистер Джеймс? Где он? Скорее. Джеймс. Джеймс. Людей и фонарей. Тут глубокий обморок с примесью гипноза. Еще есть надежда. Помоги.
Скорее, как можно скорее. Несите в замок. Быть может, можно еще помочь. Да поторопитесь. Не ошибитесь, мистер. Мадемуазель Рита, это такое милое, доброе существо. Да вот извольте прочесть ее записки. Они не длинные. До сих пор жизнь моя была не жизнь, а чудная сказка. Бедная, бедная девушка. До сих пор жизнь моя была не жизнь, а чудная сказка. Я как Золушка нашла своего принца, но только мой Карло красивее, добрее, богаче и лучше всех принцев мира. Его замок, мой замок, стоит на высокой горе. Кругом сад, а в нем цветов, цветов. Мои милые алые розы, крупные, роскошные, я их люблю и теперь, несмотря на то, что украшений у меня много, но по-прежнему одни розы. А все это Карло. Он, кажется, хочет скупить весь мир для меня. Милый, дорогой Карло, я люблю тебя не за подарки, а за тебя самого. Какое счастье прислониться головой к его груди. Вот и тогда вечером он долго стоял у моего окна, и мы вместе смотрели на луну. Ночью из открытого окна подул холод. Лучи и Франческо уверяют, что ночью было жарко. Но это не так. Из окна дуло холодно, каким-то мертвым холодом. И я уткнулась в шаль и закрыла глаза. И вот чувствуется, что я не одна в комнате, но в то же время я не могу открыть глаза. Кто-то приближается. Неужели вернулся Карл? И вот, как ни странно, сквозь закрытые веки я вижу. Входит господин. Но это не Карло, а совсем незнакомый мужчина. Он высокого роста, худой, в черном бархате. Глаза его горят, а губы тонкие, злые, крепко сжаты. Он страшно бледен. В нем есть семейные черты предков Карла, но он не из них. Я знаю хорошо все семейные портреты. Его там нет. Пристально смотрит на меня. Тем становится страшнее и холоднее. Я слышу его не ушами, а сердцем. От страха я теряю сознание. От солнечного луча я проснулась. Все тихо. В комнате никого. Что за странный сон? Ощущение холода осталось и до сих пор. И шея неприятно. Там двух маленьких рам.
Карло начал приставать. Почему такая бледная? Кормилица Цицилия доложила, что я стонала по ночам. Тут, конечно, на меня напустились с расспросами, советами. А когда я сказала про ранки на шее, то Карло бледнел, как разве я не опасна? Другие думают, что я простудилась, когда осматривали склеп. Правда, там было довольно сыро. Я ввела в то, что я прислонилась к камню. Из камня точно вошел в меня и охватил. Как-то я не выдержу его. Вот стоит несчастной ночи. Утратила свой покой и счастье. Днем я просто в летние ночи, особенно когда светит луна, я начинаю страстно желать ждать кого-то. Первое время я даже не давала себе в этом отчета. Теперь я знаю. Я жду того страшного, черного, чужого. Он требует, чтобы я ждала его. И тогда легче приходить. Жду и зову. Кто он? Не знаю. Боюсь его. Ненавижу. И жду. Вероятно, у меня какая-нибудь болезнь. Карло хотел позвать доктора, но я не смею. Он рассердится. Ранки на шее не только не заживают, а становятся шире и выглядят неприятно. Приходится закрывать их бантами и кружевами. Сейчас новолуние, ночи темные. И он вот уже несколько дней не был у меня. Я точно начинаю приходить в себя. После обморока не могу еще хорошо отличить, что было и что казалось мне. Одно создаю ясно. Мне грозит опасность или от него, если он существует, или от сумасшествия. Надо сказать Карло. А он, как назло, уехал в город на один день. И вот не едет. Я становлюсь спокойнее. Ранки мои подживают быстро. Надо скорее, скорее принимать меры. А Карла нет. Сегодня я прямо счастлива. Нашла свой молитвенник. Свою миленькую черненькую книжку. Он затерялся, и без него молитвы как-то выскочили у меня из памяти. Теперь я не боюсь тебя, черный призрак. Франческа обещала мне каждый вечер читать вечерние молитвы. Я ей сказала, что мне видится черный человек. И она уверена, что ни одно привидение не устоит от молитвы святого Антония. Луна все прибывает, и скоро полнолуние. Уверенность и спокойствие испаряются. Ожидание и желание вновь насладиться покачиванием в лучах месяца все нарастают. Серебряные волны плывут, и точно летишь, летишь, а он тут, рядом, невидимый и желанный. Нет, я переломлю себя и не дам ему повода явиться вновь. Мой молитвенник всегда со мной. Карло вернулся. Он очень похудел и осунулся. Верно, есть заботы, которые он скрывает от меня. Неужели же я буду наваливать на него новые?
На днях ждем друга Карла из Нюрнберга. Ему готовят лесной дом. Карла говорит, что он страшно ученый, не любит общества и особенно женского. Я так и не успела побывать в лесном доме, хотя там для меня были приготовлены 2 комнаты. Кончено. Наступило полнолуние. Он пришел и взял мою душу. На мое несчастье в эту ночь у Франчески болела голова, и она рано ушла спать. У меня нет сил сопротивляться. Да и он не призрак, а существует. Существует. Он ложится мне на грудь и тихо-тихо пьет кровь, мою жизнь. Ранки на шее опять стали большие, с белыми обсосанными краями. Я опять не смею выйти из-под его воли. Просить помощи у Карла, да и ласкать моего жениха он строго запретил. Он страшно ревнив. «Свадьбы не бывать», — говорит он. «Чем же это кончится? Что дальше?» О, ужас, ужас! Это случилось вчера ночью. Мы сидели в саду. Я почувствовала, что он приближается. Скорее поспешила в свою комнату. В попыхах я забыла замкнуть дверь в комнату Франчески. Он скоро вошел и припал к моей шее. Застонала ли я или почему другому, но Франческа вошла в комнату. Я видела, как она бросилась на него и вцепилась ему в камзол. Какая это была ужасная борьба! Франческа билась за меня так исступленно, и волосы у нее распустились, рубашка разорвалась, но она ничего не понимала. Да где уж ей было справиться? Он силен, страшно силен, и так удивительно, что она так долго сопротивлялась. Думаю, ей помогли освещенные четки на груди, потому что в ту минуту, когда они рассыпались, она упала мертвая. Он тоже исчез. Для меня наступил мрак. Долго ли? Не знаю. Я очнулась на руках Карла, а Франчески в комнате не было. От меня хотят скрыть ее смерть. Даже забавно. Если бы они знали, что я знаю. Я думала найти в лесном доме пристанище. Скрыться. И что же? Боже мой! Попала в его берлогу. Таким адским торжеством сияли его красные глаза. Как зло он улыбался. Теперь, чтобы прийти, он не нуждался в моем желании или вызове. Здесь он дома. Мне нет спасения. Прощай, счастье. Прощай, сама жизнь. Время тянется бесконечно. Он как лакомка растягивает свое удовольствие, а я должна жить не только этими ужасными ночами, но теперь даже днями. Между моей комнатой и комнатой, где висит его ужасный портрет, или вернее он сам, есть потайная дверь. Никто не знает об этом, кроме нас двоих, и он входит всегда, когда вздумается. Конец близок. Помолитесь обо мне скорее. Это так печально, что трудно не плакать. Несчастная, несчастная мадемуазель. Она погибла от вампира, знала, от чего гибнет, и не смела никому сказать.
И в этом был ужас ее положения. Не жалейте о ней, Карл Иванович. Это она сама вампир, это она погубила Жоржа. Теперь мне ясно, почему лицо голубой красавицы на балу и вчерашней танцорки показалось мне знакомым. Это черт знает что. Безобразие. Они, эти олухи, кричат. Дураки? Очень много я о них думаю. Напасть на моего посланного. Избить его. Я найду на них управу. Идиоты. Мерзавцы. Успокойся, Гарри, и скажи нам, в чем дело. Смит, расскажите, как было дело. Сегодня утром я и Миллер отправились по делам в город. Купив что надо и получив с почты посылки, Миллер поехал в тележке обратно. Я поспешил догнать Миллера. Представьте мое удивление, да и негодование, когда я увидел, что тележка опрокинута. Припасы валяются в пыли, а Миллер, бледный с окровавленным лицом, стоит, прислонившись к избе. Вокруг озверевшая толпа. Кричат, машут кулаками. Конечно, я тотчас же бросился на помощь. Увидев меня, толпа окончательно пришла в бешенство. Вот он, проклятый американец, еретик поганый. Это он со своим хозяином привез к нам смерть. «Убить его! Убить!» — кричала толпа. Все бросились на меня. Но я огрел нагайкой передних, и они отступили. Взяв револьвер, я сказал, кто двинется, тот будет убит. Трусы отступили еще. Но теперь говорите, что вам надо. В чем дело? И чем вы недовольны? Разве деревня не процветает и не богатеет с тех пор, как мой господин поселился здесь? Разве он мало помогает вам? Поддерживает бедных и больных? Ну говорите. Все это правда. Мы с приездом вашего господина забыли и думать о нужде. Но вот беда, за эти 3 месяца у нас больше покойников, чем за весь прошлый год. И все молодые, и болезнь какая-то невиданная. Сегодня здоров, завтра умер. Ребята и думают, что не ваш ли барин привез поветрие из-за моря. Говорят, ведь там и Бога нет, и живут люди некрещенные. Что вы, мы такие же христиане, как и вы. Также молимся Пресвятой Деве, а смерть всякому назначена от Бога. Ратуйте, люди добрые. Померла моя девочка. Черный черт ее задушил. Сама видела. Своими глазами видела. Сам весь в бархате и навалился на ребенка и давит. А как увидел меня, так и пустился бежать. Да прямо к замку. Я хотела его схватить. Так видишь, как меня отделали. Тут я нашел за самое лучшее удирать. В 1 минуту я смял передних, а задние отскочили. И вот мы здесь. Ворота заперты. Что прикажете делать дальше?
Сейчас же дайте знать полковнику и просите роту солдат. Расходы все за мой счет. Да я их деревню с землей сравняю. Вы думаете, что я привез на них смерть? Постойте, Смит. Гарри, выслушай меня или вернее нас. Да, Гарри, деревня права, считая нас причиной ее несчастья. Что? Что, мы привезли смерть? Нет, не привезли, а напустили смерть на ее жителей. Мне даже кажется, уж прости меня, что ты виноват в появлении вновь вампиров. Это черт знает что. Какая-то сказка. Джем здоров. Он не сумасшедший, и ты сейчас в этом убедишься. А впрочем, друзья, в ваших словах есть какая-то доля правды. Мне и самому не раз приходило в голову задуматься над загадочностью здешних событий. Люди мрут как мухи. То и дело говорится о каких-то не то снах, не то видениях. Пропавшая голубая красавица, розовая записка, а тут еще и собственные приключения. До сих пор я ничего не говорил вам. Отчасти потому, что не мог дать себе ясного отчета. Отчасти боялся ваших насмешек. Ну а теперь я вам расскажу. Слушайте. Это было еще в охотничьем доме, в которую из ночей не помню. Я лег спать. Вы все знаете, что спальня моя была третьей по коридору. Мне не спалось. Комната наполнилась какими-то образами. В душе проснулись неведомые желания. Найди талисман. Верни нам жизнь. Приключение свое я назвал сном и приписал его действию старого Такайского. Помните, как все были удивлены, когда я отказался от него? Не знаю, мистер Гарри, должен ли я тоже рассказывать свой сон. Или это не интересно для господ. Небось тоже видели женщин с розами и ненефарами. Нет, доктор, что скрывать, какие уж тут женщины с розами. Деревенские девки и те зовут рыжим дьяволом. Эх, скорее бы в Америку. Там рыжих уважают. Это было за день до маскарада. Устал я страшно. Работы было по горло. В день раз 100 спустишься в подвалы замка. Как ткнулся в подушку, так моментально и заснул. Сколько спал, сказать не могу. Сон, не иначе как сон, а все же точно и не сон. Я в подвале. Зачем я сюда пришел?
Да нет, это не наш замковый подвал. Это что-то другое. Неужели подземная тюрьма? Так кто и за что меня посадил в нее? Какая-то мертвая тишина. Какой-то неуловимый запах. Ах, это наш новый мексиканский рудник, решаю я. Страх и оторопь сразу пропали. Я иду. Странно, наши шахты, особенно нижние, гораздо уже, а здесь совершенно свободно. Дотрагиваюсь до стен, чтобы убедиться, есть ли деревянные подпорки. И, к удивлению, пальцы мои ощупывают гладкую полированную поверхность. Не иначе это гранит или мрамор, проносится у меня в голове. Все же иду дальше. Коридор бесконечен. Вот и дверь, открываю, и стою пригвожденный к порогу. Ничего не вижу. Ослепительный яркий свет бьет прямо в глаза. Но вот по сторонам появляются очертания неясные, неразборчивые. Я вижу, что в нишах стоят гробы. В них женские фигуры, длинные одежды, длинные волосы. Нет сомнения, я спешу. Наконец с трудом различаю, что я в огромном пустом помещении. Стены, точно не стены, а бегущая вода. Водопад. Напротив не то большой трон, не то жертвенник. Откуда-то льется свет, сильный, яркий, но это не электричество, да пожалуй не солнечный. Откуда-то из глубины слышу: ищи сокровища, рой, копай, встань, встань. Миллер стоит надо мной и кратко и усердно трясет меня за руку, говорит: встань, встань, иди ищи мистера Гарри. Привезли депеш из плантации. Целую неделю сон мой не выходит у меня из головы. Ищи, копай. А что если это судьба? Указание свыше. Замок старинный. Разве не может быть в нем клада? Ищи, копай. Простите, мистер Гарри, я не утерпел. Я пробовал копать в подвалах. Я даже копал в склепе. Ничего. И дальше ничего. Все было сон, не иначе как сон, а все же точный не сон. Но, а какое будет мнение общества об этом? Джемми, это наконец невозможно. Обсуждать каждый сон. Мало ли что кому снится. Поел на ночь лишнего, вот и готово. В прошлое воскресенье приналег я на сибирские пельмени. Так всю ночь они вокруг меня плясали и летали. Разинул рот, хочу схватить, а их уже нет. Смотрю, а они опять перед носом прыгают и пляшут. Приноровлюсь, хлоп губами, ничего, измучился. Пришлось утром бриться и не выпить. Итак, первое, вы говорите, что были в новом склепе и не нашли гробов. Это естественно, так как они вынуты по моему приказу. Записку эту нашел я у себя на столе. Каждый рыцарь, прежде чем обладать дамой сердца, совершает подвиг или исполняет каприз ею. Тем он дороже ценится. Гробы Фредерика и Марии, графов Дракула из склепов под статуей, желательно перенести в общий фамильный склеп и не позже, как сегодня ночью. Безусловная тайна. Награда на сельском празднике на озере. Примета: голубое платье и алые розы. Новое место погребения графской четы известно Смиту. Вы предполагаете, что она делает попытку овладеть мной? Если так, то вопрос, почему до сих пор я не только жив, но и шея моя цела. Да мы давно наблюдаем и задаем себе вопрос, почему она отстала от тебя. Положим, мы с Райтом неустанно тебя караулим и стережем.
Как дорогие мои, да неужели это правда? Что же тут особенного? Разве мы не поклялись стоять один за другого и все за одного? Спасибо, друзья. Знаете, я начинаю думать, что прежний владелец, Карла, знал, какое у него соседство и оберегался. Теперь мне понятна его страсть к средневековому знаку заклинания нечистой силы пентаграмме. Два соединенных треугольника. Этот знак наполняет мою спальню. Вы найдете его всюду. На спинках кровати, на подоконниках окон, даже над камином. На моей палке, на моем хлысте вы найдете тот же знак. Меня вначале это заинтересовало до того, что я начал носить на шее цепь с пентаграммой. Смеясь, я решил, пусть я сам, как все мои вещи, буду отмечен каббалистическим знаком. А вышло, что он оберегает меня. Мы все здесь свои. Смита я считаю за храброго и испытанного слугу, а потому хочу говорить и при нем. Я еду в город и привезу что надо, а завтра, в час рассвета спустимся в склеп, откроем гроб, и мы с Райтом вобьем осиновый кол в сердце прекрасной графини. Первого передадим капитану, и в помощь ему предоставим доктора. А второго буду караулить я сам. Сегодня же, во время моего отсутствия, за Жоржем понаблюдает Карл Иванович. Прежде всего, Смит, вы отправитесь к местному деревенскому священнику и попросите его завтра отслужить заказную обедню. Обставьте, как можно торжественнее. Мы все отправимся в церковь. Затем завтрак. Пригласите священника, старшину, еще 5-6 почетных деревенских обывателей. Дайте понять им, что сегодняшнее буйство я приписываю пьяной молодежи и великодушно прощаю. Приготовьте пожертвования на церковь, школу, больницу. Пошлите на деревню хорошее угощение. Этим мы временно заткнем рот крикунам. На борьбу — это право интересней, чем танцевать и делать визиты.